Перед нами Генри Морган. Англичанин Генри Морган является одним из самых известных карибских пиратов. На его счету десятки захваченных кораблей, несколько городов и довольно интересная политическая карьера. Родился он в Уэльсе. Его отец возделывал землю, но сам Генри не питал никакого интереса к земледелию. Поэтому однажды решил пойти юнгой на корабль, направлявшийся на остров Барбадос. «Быть юнгой не так уж и плохо», — подумывал бы Морган, если бы знал, что скорее он и вовсе станет рабом. Чтобы оплатить свой переход через Атлантику, парню пришлось 3 года находиться в рабстве. Во всяком случае, так пишет Эксквемелин. Сам же Генри этот факт своей биографии всячески отрицал. Имея много энтузиазма и энергии, Генри Морган вместе со своими товарищами копят сумму, необходимую для покупки корабля, и вскоре выходят в море, где Генри единогласно избирается капитаном. По пути к берегам Испанской Америки новоиспеченный пират успел заработать себе авторитет и хорошо себя зарекомендовал на посту предводителя. Вскоре к Моргану стали присоединяться и другие пираты. Это дало возможность отойти от грабежа кораблей и заняться более крупными операциями, такими как захват городов. Имея флотилию в 12 кораблей, общая численность экипажа которой составляла почти 700 человек, Генри Морган нападает на один из испанских городов на острове Куба, грабит его и берет выкуп в 500 голов скотины. После нескольких успешных походов на небольшие города Генри Морган поднимает планку риска и уровня потенциальной добычи. Пират вознамеривается захватить богатый испанский город Маракайбо. В рядах Моргана, как позже оказалось, был изменник, перебежавший на сторону испанцев и предупредивший горожан, вследствие чего те заблаговременно со всеми своими драгоценностями бежали в загородные лесные чащи. Захватив город, пираты прекрасно понимали, что горожане не могли уйти слишком далеко. Поэтому разбойники сразу бросились на их поиски, и многих подвергли ряду дьявольских пыток. Люди Генри Моргана бесчинствовали Маракайбо целых 5 недель, и только после полного разграбления города наконец-то решили уйти. Но покинуть город оказалось не так-то просто. Сразу на выходе флибустьеров поджидало 3 военных корабля. Да и сам форт Маракайбо был хорошо укреплен. Морган оказался в засаде. Эту проблему пират решил следующим образом. Команда нашпиговала одно из суден горящими веществами и отправила его прямо на испанский военный корабль, устроив хороший фейерверк. Второй корабль, испугавшись такого хода, сразу устремился под форт, пытаясь попасть под прикрытие, но сел на мель. Третий корабль военного сопротивления Морган со своей командой успешно взяли на абордаж. Дальше капитан сделал вид, что будет атаковать форт с суши, тем самым заставив жителей перенести пушки, располагавшиеся на береговой линии, на удобную для них позицию. Используя такой маневр, Морган ночью просто поднял якорь и спокойно ушел мимо разоруженного форта. Быстро растранжирив все награбленное, пираты придумывают новый план, являющийся еще более амбициозным,
чем предыдущий. На этот раз команда Моргана решает совершить поход на Панаму. Во время разграбления Панамы Генри Морган проживал в резиденции губернатора и довольствовался плотскими утехами с разными девами. Но была одна, чье расположение он так и не сумел заполучить. И несмотря на эту романтическую неудачу, пират так и не посмел взять даму силой, что было довольно нетипично для разбойничьей касты людей того времени. На обратном пути Морган и вовсе отпустил ее без какого-либо выкупа. При этом даже приставил несколько человек для сопровождения ему так и не доставшейся красотки. На фоне мрачных пиратских деяний этот рыцарский поступок, ставший следствием возникших сильных чувств, очень выделяется, но, к сожалению, ничуть не умаляет всей той жестокости, исходившей от пирата и его команды до и после этого краткого мига человечности. Возвратившись на Ямайку, Генри Морган был взят под арест. Дело в том, что пока он штурмовал Панаму, Англия и Испания подписали перемирие. Поэтому действия корсара теперь расценивались как преступные и неправомерные. Но все-таки прежние заслуги Генри забыты не были, и инсценированный суд, так сказать, не смог доказать вину пирата, которого спустя 3 года назначили новым ямайским вице-губернатором. Есть ошибочное мнение, что Морган, занимая кресло губернатора, охотился на своих бывших товарищей. Напротив, пираты на Ямайке чувствовали себя без стеснений, и сам Морган проявлял к ним всяческую лояльность и снисхождение, несмотря на то, что парочку под политическим давлением повесить все-таки пришлось. В 1682 году недоброжелателями бывший корсар был скинут с поста губернатора. Морган писал протесты, но ответов на них так и не последовало. Он пристрастился к бутылке и решил уехать на имевшиеся у него плантации. Когда политические единомышленники бывшего пирата снова обрели власть на Ямайке, Моргану возвращаться было уже поздно. Он сильно разжирел и стал самым настоящим пьяницей. И, подобно вымышленному Билли Боунсу и капитану Флинту, попал в разряд тех, кого сгубил ром. Скончался Генри Морган 25 августа 1688 года от цирроза печени. А теперь, друзья, позвольте представить. Перед вами Грейс Омейл, 1530-1603. Имя Грейс ей дали англичане, с которыми королева пиратов то ссорилась, то мирилась всю свою долгую жизнь. При рождении ее назвали Грания, а потом присвоили прозвище Грануаль, что означает «лысая грань». Облысела она в 13 лет, когда попросилась с мужчинами в море. Ей ответили, что женщина на корабле – плохая примета. Тогда она взяла ножницы и коротко обрезала свои кудри. «Все, теперь я мужчина». Отец рассмеялся и взял дочку в плавание. Родовое гнездо Оуэн-Дубдара, что означает «черный дуб», был вождем клана Омели, обитавшего в нынешнем графстве Мэйо на крайнем западе Ирландии.
В этом неприветливом краю, который испокон веков жил за счет моря, члены клана славились мореходным искусством. Говорили, что они рождаются и умирают под парусом. Одни на маленьких, обшитых кожей лодках рыбачили у берега, другие на больших кораблях доставляли в Испанию и Шотландию ирландские товары – скот, кожу, шерсть, привозя обратно в Ирландию красивые ткани, вино и другие предметы роскоши. В тогдашней Ирландии, как когда-то у викингов, каждый купец был одновременно и воином, и пиратом, чтобы защитить свой корабль от нападения и при случае самому ограбить конкурента. Таким же был и Оуэн, с которым в поход отправлялись 30-40 крепких молодцов. Поссорившись едва ли не со всеми вождями графства Мэйо, он скрывался от их мести в своем замке Карригаули, прямоугольной каменной башне, на нижнем этаже которой держали скот, а на верхнем жили люди. Там же около 1530 года родилась Грания. Гельские женщины пользовались большой свободой, но все кругом говорили, что Оуэн слишком уж распустил свою дочку, позволяет ей выходить в море, ставить снасти и даже участвовать в сражениях. Недовольна была и его жена Маргарет, но Черный дуб никого не хотел слушать. Когда его дочери было 16, он внезапно умер. То ли подхватил в плавании лихорадку, то ли враги, отчаявшись одолеть такого соперника силой, подсыпали ему в пищу яд. По преданию, после смерти отца Грануэль бросила вызов своему младшему брату Индульфу, который должен был стать вождем. В честном бою на ножах юноша оказался побежденным и должен был, сгорая от стыда, уступить власть женщине. На самом деле у Грануэль был только один брат Домнал по прозвищу Волынщик. Драться с ним не имело смысла, поскольку вождя все равно выбирало собрание клана, которое никогда не отдало бы власть женщине. Поэтому новым предводителем без всяких ссор стал Домнал, а его сестру поспешили выдать замуж за заместителя вождя сильного клана О'Флаэрти. Он и правда без устали воевал с соседями, хотя обычно эти войны сводились к угонам коровьих стад и вероломным убийствам. Отдыхая от трудов неправедных, Домнал успел завести с молодой женой 3 детей – Оуэна, Мэроу и Маргарет. Но Грануэль быстро надоело вести хозяйство, и она вернулась в море, прибрав к рукам флотилию супруга. Сам он корабли не любил, и его моряки охотно подчинились новой госпоже. Скоро она стала хозяйкой берегов не только Мэйо, но и соседних графств Голуэй и Клэр. Ее быстроходные галеры легко настигали нагруженные купеческие суда и ставили их хозяев перед выбором – кошелек или жизнь. Кроме прямого грабежа, расчетливая Грануэль практиковала рэкет, взимая с толстосумов дань за безопасность. В то время Ирландия формально подчинялась англичанам, явившимся в страну еще в XII веке. Однако на деле гальские кланы сохраняли независимость. Английский язык, обычаи и тем более законы приживались на Зеленом острове с трудом. Только в XVII веке железнобоки Кромвеля полностью покорили его огнем и мечом.
А пока британцы ограничивались карательными экспедициями против чересчур независимых местных вождей. Однажды их флот внезапно напал на замок О'Флаэрти, когда там находилась Грануль с детьми. Запершись в башне, она велела расплавить свинцовую крышу и лить металл на головы нападавшим. А сама тем временем зажгла хворост, сложенный на верхней площадке башни. Увидев огонь, ее корабли, караулившие добычу в открытом море, вернулись и разбили англичан в пух и прах. После этой победы замок Петуха, как его называли местные жители из-за дрочливости хозяина, переименовали в замок Курицы. В 1560 году Домнал был убит в одной из стычек, и вдове пришлось отказаться от власти. Взяв с собой 200 добровольцев, она вернулась в родные края, где брат уступил ей остров Клэр, удобно расположенный на торговых путях. Там она снова взялась за старое и скоро восстановила свое могущество на море. Убивая грабя, Грануаль не забывала замаливать грехи в часовне у колодца святой Бригитты на острове Клэр. На пути к ней Омелли однажды наткнулась на разбитый корабль и лежащего рядом с ним юношу в богатой одежде. Это оказался знатный английский дворянин Хью де Ласси, потомок графов Ольстеров. Взявшись за лечение юноши, Грануаль впервые в жизни влюбилась. Почти полгода она не покидала свой остров. А потом ее счастье кончилось быстро и печально. Хью отправился поохотиться на оленей на берег Мэйо, где его встретили и убили воины враждебного клана Макмагонов. Ярость предводительницы пиратов была безмерна. Собрав флот, она обрушилась на пришельцев и перебила их всех до одного. А потом напала на Дуну, цитадель Макмагонов, изгнала из нее прежних хозяев и заселила крепость своими людьми. Постепенно в руках Грануэль оказалось все побережье Мэйо, кроме замка Рокфлит. Им владел железный Ричард из рода Берков, которому морская воительница неожиданно для всех предложила себя в жены. По ирландскому обычаю они заключили пробный брак сроком на год. За это время пиратка по-хозяйски обосновалась в Рокфлите, и через год, когда Ричард вернулся из похода в свою крепость, он увидел запертые ворота и свою жену, которая коротко заявила ему с высоты бойниц: «Уходи, я с тобой развожусь». Ричард ушел, но врагами они, как ни странно, не стали, может быть, потому что Грануль родила ему сына Тибота. По легенде, на другой день после его рождения она вышла в море и была атакована алжирскими пиратами. В летний сезон они заплывали далеко в Атлантику в поисках добычи. С мушкетом в руке она первой прыгнула на палубу вражеского корабля, закричав: «Не робейте, парни! Рожать гораздо хуже, можете мне поверить!» Между тем, почти все вожди западных ирландских кланов уже подчинились англичанам. В 1577 году настал черед Оммелли, которая явилась в Галуэ к английскому капитану Генри Сидни, который и оставил о ней первое документальное упоминание. Ко мне явилась знаменитейшая женщина-капитан Грания Имали, предложившая мне услуги 3 своих галер и 200 воинов. Здесь легендарная ирландка гостила долго, общаясь с сыном Генри, поэтом Филиппом Сидни.
Говорят, последний даже влюбился в нее, хотя был намного моложе. Позже между ними завязалась переписка, и поскольку Грануэль была неграмотна, она специально завела помощника, чтобы тот зачитывал возвышенные послания Филиппа и сочинял ответные. Романтическая легенда гласит, что в те же годы ее посетила другая любовь к испанскому дворянину Рамиру де Малине, взятому в плен пиратами. Он был принят в клан, участвовал во всех набегах, но потом загрустил по родной Кастилии и был отпущен домой. Несмотря на возраст, Грания продолжала ходить в походы и лично участвовать в боях. Она была высокой, сильной, метко стреляла, прекрасно владела кинжалом и больше всего презирала трусость. Когда в одном из боев ее сын Тибат, совсем еще мальчик, в страхе подбежал к матери и уткнулся лицом в ее колени, она крикнула: «Ты что, хочешь спрятаться там, откуда когда-то вышел? Не выйдет! А ну, вперед!» Завидев паруса ведьмы из Рокфлета с изображением волшебного морского коня, многие капитаны сразу готовились сдаваться. Конечно, иногда и она терпела поражение. Однажды англичане взяли ее в плен и отправили в цепях в Дублинский замок. Оттуда ирландцы редко выходили живыми, но Грануэль каким-то образом оказалась на свободе. Сохранилась легенда о том, как по пути в родные края она завернула в город Хоут, но ее не впустили в ворота. И тогда, переночевав под открытым небом, поутру она подстерегла сына бургомистра, вышедшего в лес поохотиться, и увезла его с собой. Отцу пришлось отправиться в Мэйю и униженно предлагать пиратке выкуп. В ответ она сказала: «Бери парня бесплатно, но с одним условием. Ворота твоего города должны быть всегда открыты для тех, кто ищет ночлега. И за каждым столом для них должно оставаться место». Говорят, жители Хоута соблюдали этот обычай много лет. В 1583 году умер Ричард Берг, до конца бывший другом и союзником Грануэль. Вскоре губернатором провинции Конах стал сэр Ричард Бингем, решительно взявшийся за непокорных гельских вождей. Начав настоящую войну с кланом О'Мелли, он в 1586 году разорил земли Грануэль и захватил ее сына Оуэна, который был убит при попытке к бегству. Лишилась она и другого сына Мэроу, который встал на сторону англичан и помогал им охотиться за матерью. Но она была неуловима, при первой опасности уходя в море. Требуя подкрепления, разозленный Бингем назвал Грануэль зачинщицей всех мятежей в этой провинции за последние 40 лет. Между тем, в 1588 году пиратка приняла участие в разгроме испанской непобедимой армады, проплывавшей мимо берегов Ирландии. Ее люди отправили на дно галеон Педро де Мендосы с сотнями моряков, но враждебности губернатора это ничуть не убавило. Постепенно силы морской воительницы таяли, а натиск англичан непрерывно нарастал. Отчаявшись победить, Грануэль обратилась с письмом к английской королеве Елизавете. На королевском приеме к вашему величеству смиренно обращается ваша верная и преданная подданная Грания Нимелли, проживающая в ваших ирландских владениях.
Поскольку у ирландцев, особенно на побережье западного Connaughta, бытует прискорбный обычай, по которому каждый вождь для защиты себя и своего народа должен с оружием выступать против соседей, я, преданная служанка вашего величества, в течение 40 лет также вынуждена силой защищать своих людей на море и на суше. В письме Грануэль просила позволения обрушиться огнем и мечом на всех врагов королевы в обмен на защиту от самоуправства английских чиновников. Получив письмо, Елизавета выслала ирландке вопросник из 18 пунктов, чтобы определить, является ли та мятежницей. В это время Бингем снова напал на землю Оммелли и захватил в плен сына Грануэль Тибота и ее брата Домнала. Чтобы выручить их, она отправилась в Лондон, что было весьма смелым поступком для гельской правительницы, обвиненной в пиратстве и мятеже. В начале августа 1593 года во дворце Уайтхолл состоялась встреча двух женщин, двух ровесниц, которые ни в чем не походили друг на друга. Разряженные и надушенные придворные перешептывались, глядя на высокую старуху в грубом шерстяном платье и полосатом плаще, которая почтительно, но с достоинством беседовала с их повелительницей. Беседа шла по-английски, с годами Грануэль кое-как овладела этим языком. Говорят, перед входом в зал ее обыскали и нашли длинный кинжал. «Я привыкла защищать себя», — объяснила ирландка, но оружие отдала. Ее встречу с королевой запечатлела гравюра, единственное прижизненное изображение Граньи Оммелли, по которому, правда, очень трудно судить, как же все-таки она выглядела. Мы не знаем даже цвета ее волос, обычно их считают черными, о чем говорит и прозвище отца, но в одной из поэм Гранья все же рыжекудрая. О чем говорили королева и пиратка, осталось неизвестным, но скоро губернатору Бингему из Лондона был отправлен приказ отпустить из темницы сына и брата Грануэль, прекратить нападение на ее владение и уважать ее права и привилегии. Причина такой милости крылась в последних словах. Поскольку она раскаялась в своем прежнем неповиновении и пообещала участвовать на нашей стороне в войне, что мы ведем со всем миром. Имелась в виду война с католической Испанией, которая хоть и потеряла непобедимую армаду, не утратила своей мощи и грозила вступить в союз с Францией. В этих условиях помощь сильного пиратского флота представлялась отнюдь не лишней. Стоит вспомнить, что английские пираты во главе с сэром Фрэнсисом Дрейком не раз помогали Елизавете, и она вполне могла надеяться на такую же помощь от ирландских морских разбойников. Не исключено и то, что английской королеве просто понравилась эта женщина, прямая, суровая, ничем не напоминавшая ей придворных лицемеров. Ирландия во времена Грануэль. 16 столетие стало переломной эпохой в жизни Ирландии, временем, когда вековые устои кельтского кланового общества начали рушиться под напором английских завоевателей. Еще в XII веке англичане захватили юго-восточную часть зеленого острова Ленстер, но остальная часть страны жила, как и прежде, без городов, дорог и денег, среди нескончаемых расприй племенных вождей, которые даже формально не подчинялись Лондону.
Король Генрих VIII начал второе завоевание острова, конфискуя земли у непокорных ирландцев и заселяя их переселенцами из Англии. Будучи протестантом, он начал гонения на католическую церковь, которая была предана большинству островитян. Ту же политику продолжала его дочь Елизавета I, что вызвало многочисленные восстания. В 1583 году королевские войска подавили многолетний мятеж графа Десмонда и захватили южную часть страны Манстер. В 1603 году было подавлено восстание графов Тирана и Тирканелла на севере, в Ольстере, и эта область начала заселяться протестантами из Англии и Шотландии. Лишенные своей земли, ирландцы бежали на запад, в Connaught, самую дикую и малонаселенную часть страны, вотчину О'Мелли. Эта область была захвачена англичанами только при Кромвеле в 1640-е годы. Во время Гранули ирландцы еще жили кланами, объединявшими родственников до седьмого колена. Составлявшие их большие семьи выбирали на общем собрании вождя клана, который подчинялся королю племени. Вместе с вождем выбирался его заместитель, бравший на себя управление в случае внезапной насильственной смерти вождя, что для Ирландии было скорее правилом, чем исключением. Уже ушло в прошлое старое сословное деление общества на рабов, простых общинников и благородных, к которым относились вожди, судьи и поэты-барды. Стремясь подавить самосознание ирландцев, английские завоеватели запрещали песни бардов, народную музыку и одежду, третировали гальский язык как варварский. В результате сегодня по-гельски говорит только 1% ирландцев. Как бы то ни было, Грануэль вернулась в Мэйю, где ее уже ждали освобожденные члены семьи. Бингем, однако, не прекратил строить каверзы клану О'Мелли, и пиратке даже пришлось на время бежать в Манстер. Потом она вернулась, что оказалось как раз вовремя. Грануэль сдержала данное Елизавете I слово и напала на восставшего против королевы графа Тирканелла. Попутно Грану. Умерла Грейн О'Мелли в 1603 году, в один год с королевой. Вот так, друзья, надеюсь, мне удалось немного вас развлечь.